Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о шотландских терьерах. Маленьких, но очень гордых и харизматичных собаках. Многие видели их в мультфильмах и кино, а если вы увидите на улице шотландского терьера, то вряд ли спутаете его с другой собакой. Шотландские терьеры или скотч-терьеры – компактные, но крепкие собаки с короткими лапами и жесткой шерстью. Их легко узнать по вытянутой мордочке с бородкой и бровями, придающими им серьезный вид, маленьким, но крепким лапам и хвостом-морковкой, который всегда торчит уверенно вверх. Скотч-терьер не просто идет, у него дела. Короткие лапы не мешают ему двигаться. Уверен и даже немного важен, зная, что все вокруг должны им восхищаться. А у него много дел, и ему некогда. Голова приподнята, хвост торчит вверх. Настоящий джентльмен среди собак. И судя из названия, возможно, он из Скотланд-Ярда. Ведь у инспектора Лейстреда была именно такая. Но почему терьер? Почему такой важный? И хвост морковкой? Обо всем об этом, да еще много о чем, мы узнаем об этой удивительной собаке здесь и сейчас. Поехали! Слово терьер происходит от латинского terra, то есть земля. Применительно к собакам оно имеет смысл земляные собаки, то есть собаки, роющиеся или работающие в земле, а точнее в узкопрофессиональном смысле собаки, охотящиеся в норах. Именно для этого и вывели англичане терьеров. Почему их не устраивали таксы, прекрасно зарекомендовавшие себя на норной охоте в остальной Европе, непонятно. Но англичане потратили немало сил, чтобы создать своих собственных норных собак. И создали. С незапамятных времен в Шотландии сформировалась особая группа собак-терьеров, которых разводили для охоты на норных животных. Своими крепкими лапками они раскапывали тоннели и бесстрашно вступали в схватку с лисой или барсуком. У сравнительно маленьких песиков были очень мощные челюсти и развитые зубы, а жесткая шерсть защищала их от укусов противника. К тому же шубка у шотландских терьеров обладала водоотталкивающими свойствами, что довольно важно с учетом не слишком приятного климата шотландского Нагорья. Собачки были неприхотливы в содержании и в свободное от охоты время занимались отловом крыс по амбарам. Шотландские земляные собаки стали настолько обыденными, что в ранних исторических источниках о них нет ни единого слова. И первое упоминание о норных собаках из Шотландии датируется 1436 годом. Дон Лесли в своей книге «История Шотландии» описывает их как низкорослых песиков песчаного или черного цвета, с небольшими настороженными ушками и длинной жесткой на ощупь шерстью. Однако под это общее описание подходила целая группа собак. Жители каждой деревни имели свои представления о терьерских идеалах, а потому разводили самых разнотипных собак. Известно, что в 17 веке шотландские терьеры были очень популярны на всей территории Англии, причем на самом высоком королевском уровне. Охотники брали своих крошечных помощников к себе в седло, и как только крупные псы обнаруживали добычу, в дело вступали отважные хвосты землеройки. Бились они до последнего, невзирая на превосходящие силы противника. И чтобы вытащить собаку из норы, охотник-хозяин тащил бойца за толстый хвост. В Англии сначала их называли абердинскими терьерами, в честь города Абердин, в окрестностях которого обитало огромное множество этих собак. И к концу 19 века в Англии появилось несметное количество терьеров. Дэнди Динмонд, Скай, Вест Хайленд Уайт, Керн-терьеры. Перед кинологами встала необходимость разделить всю эту разношерстную братью на отдельные группы. Сначала абердинцы записали к скай-терьерам, но усилиями капитана Гордона Мюррея в 1883 году английский кинологический клуб принял стандарт породы скотч-терьер. Именно благодаря этому человеку псов стали называть шотландскими. Признание породы в Британии совпало с ее появлением на американских просторах. Спустя 2 года скотч-терьеров признал американский клуб собаководства, но особой популярностью они добились только после того, как президент Рузвельт показал своего питомца-шотландца. За политиком последовали кинозвезды и обычные американцы, поэтому заводчики принялись активно плодить скотчей.
В России первые шотландские терьеры появились в начале 20 века и принадлежали родственникам царей Романовых. Но революция, а затем и Великая Отечественная война внесли свои коррективы. Вопрос популяризации скотч-терьеров на многие годы повис в воздухе. Только в 1970-х этим занялся самый именитый советский питомник «Красная звезда», известный выведением московской сторожевой и собаки Сталина, русского черного терьера. Во времена перестройки и открытия границ породный генофонд значительно обновился, но в погоне за легкой наживой заводчики стали штамповать шотландцев, из-за чего многие из них обладали плохим здоровьем и неуправляемым характером. Дурная слава скотч-терьеров, как знатных упрямцев, негативно сказывается и по сей день. На самом же деле, к джентльмену просто надо найти подход, учитывать его твердый характер и природную тягу к самостоятельному мышлению. Скотч-терьер вытянутый как сарделька, косматый коротыш со стильной челкой и блистающими неординарным умом глазками-угольками. Ну и как у всех джентльменов, у него есть усы и бородка. Вес в среднем до 10 килограммов. И несмотря на небольшой рост, шотландский терьер лишен признаков миниатюрности. Тело у него достаточно крепкое, а пропорции гармоничные. Компактная приземистая собака крепкого сложения, производящая впечатление большой силы и энергии в маленьком объеме. Характерные черты: удлиненный корпус на коротких ногах, гордая осанка и жесткая шерсть. С экстерьером разобрались. Переходим к интерьеру или внутреннему миру скотча. Какой он по характеру? Характер скотч-терьера очень сложно описать. Уж очень много в этой собаке противоречивых черт. К тому же каждый пес – это яркая индивидуальность. Мы же все же попробуем дать общий портрет шотландца, присущий большинству питомцев этой породы. Скотч предан своему хозяину, но свои чувства он выражает довольно сдержанно. Он встретит любимого человека фирменной улыбочкой, показывая свои внушительные зубки, морща нос и порыкивая на низких тонах. Так питомец проявляет свою несказанную радость. Гладить и почувствовать песика можно только тогда, когда он сам того пожелает. Вечные обнимашки и сюсюканье – это не про шотландца. Скотч-терьер энергичен и вынослив, к тому же обожает быть при делах. Эти самые дела могут совершенно его не касаться, но ни одно из них не обойдется без присутствия любознательного джентльмена, будь то приготовление обеда или уборка дома. Естественно, он находит время для игр и, как все терьеры, обожает где-то подкопать или погрызть, и чем сложнее достигнуть цели, тем интереснее песику. Все посторонние и те, кто не заслужил доверия, просто обязаны обращаться к скотч-терьеру на «вы». К таким людям скотч относится без особого дружелюбия и где-то даже презрительно, но без злобы. Скотти проявляют агрессию только при реальной угрозе, а так как он любит полаять, то оповестит вас обо всех изменениях на доверенной территории. И почему скотч-терьер часто подает голос? Во-первых, у него чуткий слух и отменное обоняние. Даже малейший раздражитель собака ощущает намного сильнее, чем человек. Во-вторых, Скотти настоящий консерватор. Он привыкает к определенному ритму жизни и определенным обстоятельствам и считает своим долгом оповестить хозяина о любых нарушениях. Вот свитер упал, или пришло время для ужина, а тут 10 часов вечера, и пора выключить свет. Да еще много чего. А глядя в окно, Скотти расскажет, что сосед приехал на своем авто, чей-то кот залез на гараж, а на балкон залетела птичка. Причем по интонации «аф» вы поймете, питомец просто разговаривает. Или ему что-то нужно. Да и телевизор можно посмотреть. Скотч-терьеры обожают смотреть телевизор, особенно если показывают разных зверушек. Пес укажет вам на свое желание, развалившись на диване перед экраном и тявкая низким голосом. С мелкой домашней живностью, кошками, мышками и птичками скотч-терьер часто не лучший друг. Они для него дичь с давних времен, а к своим сородичам Скотти относится дружелюбнее. Он не станет огрызаться на другого пса, если тот вдруг решил прокачать свою самооценку за счет прессинга окружающих. Но терпение у шотландца не безгранично. Как только лимит дозволенного будет исчерпан, бородач поставит наглеца на место. Шотландский терьер необычайно сообразителен и наблюдателен. Он улавливает каждый жест, запоминает ситуации, когда можно помаячить перед глазами, а когда лучше тихо прилечь поблизости. Собака этой породы очень рассудительна, обдумывает все изменения и команды. Она не станет автоматически выполнять все
требования, как, например, овчарка или лабрадор. Если этим собакам нужно 5 минут для освоения команды, то шотландцу потребуется все 15. Но раз уж он что-то выучил, то никогда этого не забудет. Правда, шотландец не станет выполнять нецелесообразный с его точки зрения приказ. Повторять команду 100 раз бесполезно, он просто сделает ровно наоборот, чтобы донести до вас нелогичность просьбы. К этой собаке нужен особый подход. Попробуйте изучить повадки питомца и его жизненные принципы. Уважайте его самостоятельность, любовь к свободе. Общайтесь с ним ласково и твердо, без криков и злости. Недовольство показывайте тоном голоса и мимикой. Скотти очень восприимчив к переменам настроения. Ваше сильное раздражение и крики только озлобят питомца. Вы потеряете его доверие. Будьте справедливы. Если скотч-терьера наказывать безосновательно или слишком жестко, он обидится и никогда не подойдет мириться первым. Чтобы скотч захотел сотрудничать, добейтесь взаимопонимания, действуйте без давления и неуместных приказов. И, конечно же, похвала – лучший мотиватор, чтобы скотч-терьер слушался и вел себя цивилизованно. И скорее всего с такой постановкой скотч будет стремиться вам понравиться, а общение с ним перетечет в радость и обоюдное удовольствие. А что у нас по содержанию? Небольшой скотч-терьер – идеальный питомец для городской жизни. Ему не нужно много жилого пространства. Нет необходимости гонять песика по лесам для выхлопа энергии. На своих коротких ножках он вряд ли угонится за велосипедистом или бегуном-спринтером. Однако песик не годится и на роль диванной красоты, которая выходит на улицу только для пописать и покакать. Практически все собаки любят гулять. Шотландцы не исключение. И этот маленький упрямый начальник с большими амбициями. Вот он идет гордо, несет голову, хвост торчит вверх, будто флаг, выгуливает хозяина. Идет с чувством собственного достоинства, не бегает без дела, но и не плетется. Если ему что-то не нравится, лужа, грязь или не тот поворот, может упереться и отказаться идти. А если что-то учуял, мышь, кошку, голубя, замирает как статуя, и если повезло и без поводка, может рвануть за добычей. Только морковку и видели. А нет дичи, будем копать. И неважно какой грунт, будет рыть как экскаватор. А насчет общения со своими соплеменниками, можно и пообщаться. К мелким снисходительно, ты слишком мал для меня, а кто побольше без страха. Я хоть и маленький, но в драке покажу себя. Чем больше пес, тем громче лает, только и всего. Размер не важен. И не надо просто так лезть, он не любит фамильярности. Если незнакомый пес лезет играть, может и огрызнуться. С людьми по обстоятельствам. Хозяина слушать можно, но не всегда. Если скотч занят охотой, это дело поважнее. Команды могут теряться. К чужим недоверчив, погладить себя разрешит не каждому. А если дети, можно и потерпеть. Но если те слишком навязчивы, уйдет или рыкнет. Так что в общем, пока часики на прогулке тикают, нюхаем все подряд, изучаем мир носом, гоняем живность и копаем. И чтобы скотч был здоровым, красивым и довольным, за ним, конечно, необходимо ухаживать, гулять регулярно, следить за ушами, зубами, когтями, купать иногда. И не перекармливать. Стрижку шотландскому терьеру делают особенную. Машинкой подстригают ушки, очень коротко шею и грудку. На мордочке формируют брови, подравнивают усы и бороду. Шерсть на туловище подстригают так, чтобы из-под нее виднелись только лапки, а хвост оформляют в виде морковки. Расчесывают питомца раз в неделю. Сначала расческой с редкими зубьями, а затем пуходеркой и при необходимости колтунорезом. Вычесывание делают только на чистую шерстку. Питомца этой породы нужно мыть раз в месяц. Если пес сильно запачкался на прогулке, а чаще всегда именно так и бывает, банные дни придется устраивать чаще. Чтобы длинное пальто шотландца было всегда чистым, вам в помощь собачьи комбинезончики и сухой шампунь. После каждой еды следует протирать бороду и усы. Стоячие ушки хорошо вентилируются, но все-таки осматривайте их раз в неделю на предмет попадания клещей. Повнимательнее отнеситесь к глазам, они частенько раздражаются, поэтому запаситесь глазными каплями и ватными дисками.
Да и когти растут очень быстро. Пару раз в месяц их придется подрезать. Скотч-терьер харизматичный шустрик, деловитый и очень милый. Несмотря на свою низкую посадку, он очень ловок. Общаться с ними придется на равных. И конечно же, чтобы совместная жизнь приносила только радость, вы должны совпадать по темпераменту. Шотландец не подойдет флегматичным людям и любителям подавить на диван. Этакая геометричность и непропорциональность. К тому же веселый, общительный характер, интерес и любопытство ко всему, что происходит вокруг. Хитрые глазенки, которые блестят из-под густой челки. Все это делает шотландского терьера как будто бы несерьезной собакой, но внешний вид обманчив. На работе, то есть на охоте, Скотч собранная и внимательная, чуткая и смелая собака, отлично знающая свое дело. Но они выполняют сейчас и другую работу. Просто живут рядом с человеком, охраняют его дом. Несмотря на небольшие размеры, эти собаки очень сильные, принимают активное, по возможности, конечно, участие в жизни семьи, в которой они живут. Удивительная заинтересованность во всем, что происходит вокруг, и доброжелательное отношение ко всем знакомым людям делают Скотча особенно обаятельным. А его независимый, прямой и правдивый характер и полное отсутствие угодничества вызывают к этой небольшой собаке огромное уважение. Шотландский терьер – это не питомец, а член семьи со своим мнением. Если вы примете его характер, он ответит вам безграничной любовью и веселыми приключениями. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.